Героем нашей истории является женщина по имени Маргарита. Она жила в небольшой деревне на окраине города. Маргарита была красивая, сильная и независимая женщина. Она была счастлива в своем браке, и у нее была прекрасная пятилетняя дочь по имени Алиса. Жили они в своем уютном доме, окруженные цветущими садами и заботой друг о друге. Но в последнее время все начало меняться. Муж Маргариты, Петр, начал часто пить. Сначала она думала, что это временное явление, стресс на работе. Но с каждым разом его пьянки становились все чаще и безудержнее. Его злоупотребление алкоголем отражалось не только на его здоровье, но и на их семейной жизни. Постепенно Петр начал терять свою работу из-за постоянных опозданий и непригодности для работы. Он стал агрессивным и нервным, постоянно причиняя боль и страдания Маргарите. Он изменял ей, безжалостно нарушая свои супружеские обязательства. Маргарита терпела его выходки, надеясь, что все это временные трудности и что он сможет исправиться. Она боялась разрушить свою семью и нанести боль своей дочери. Она верила, что Петр сможет измениться и вернуться к ним. Однако однажды случился переломный момент в их жизни. После очередной ночи пьянки, Петр вернулся домой с воплями и криками. Он пришел в ярость и начал кричать на Маргариту. Вскоре его ярость превратилась в насилие, и он вытолкнул ее за дверь и начал бить. Алиса, пятилетняя девочка, наблюдала за всем этим ужасом. Она стояла в углу комнаты, испуганная, и слезы текли по ее щекам. Она была свидетелем боли и страдания своей матери. В ее глазах отражался страх и непонимание происходящего. Внезапно, как из ниоткуда, в лесу, окружающем деревню, появился волк. Огромный и мощный, он проник во двор Маргариты. Волк зарычал, показывая свои острые зубы, и спугнул Петра. Он отступил, испуганный и неуверенный, и волк исчез в лесу. Этот эпизод стал для Маргариты точкой перелома. Она поняла, что не может больше терпеть насилие и жить в страхе. Она осознала, что должна защитить свою дочь и себя от этой жестокости. Маргарита решила, что достаточно мучений, и она не сможет жить с таким человеком, который не уважает и не любит ее. Они развелись, и Маргарита начала новую жизнь. Она нашла работу, чтобы обеспечить себя и свою дочь. Она стала сильнее и увереннее в себе. Маргарита нашла поддержку и солидарность в своих друзьях и соседях, которые помогли ей пережить этот трудный период. Время прошло, и Маргарита и Алиса снова нашли счастье в своей жизни. Они стали независимыми и свободными, обрели мир и безопасность. Это история о Маргарите, о женщине, которая смогла преодолеть трудности и насилие, чтобы обеспечить себе и своей дочери безопасность и счастье. Она нашла в себе силы вернуться к жизни и сделать выбор в пользу себя и будущего своей семьи. Маргарита стала примером для других женщин, заполнив свою судьбу смелостью и решимостью. Волк, который появился в их жизни, стал символом силы и защиты. Он помог Маргарите осознать, что она заслуживает лучшей жизни и что она способна на многое. История Маргариты показывает, что любая женщина может стать героем своей собственной истории, независимо от трудностей, с которыми она сталкивается. Маргарита нашла силы и смелость внутри себя, чтобы изменить свою жизнь, и эта история должна вдохновить всех нас быть сильными и бороться за справедливость и свободу. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.